Всем привет! Конечно, стесняюсь себя на камеру записывать, но сегодня особенный день. Особенно для меня, особенно для вас. Ведь G-Community сегодня исполняется 5 лет. Да, я сам в это не верю. Сам не верю в то, что 5 лет назад я создал это сообщество, начал играть в АГ, проводить турниры, проводить время с вами. В этом документальном фильме я хочу познакомить вас с историей создания G-Community, с людьми, которые мне помогали, с игроками, которые играли на моих турнирах и побеждали. Я надеюсь, вам понравится это видео. Приятного просмотра. Всем привет! И у нас очередная новая игра на турнире AG Community Cup 3×3. Ну, а самые первые турниры — это и смех и грех. 1 на 1 с невероятного размера призовыми, сравнимыми только с International. Также я никогда не забуду легендарный мем со мной. На тот момент мне, наверное, было лет 9-10, может. Не, погодь. Дай я водички налью, пожалуйста. Дай водички налью. Ты понимаешь, фонд турнира сколько у нас? 300 рублей, да? А они задонатили косарь. Поставил аватарку комьюнити и отдал этот аккаунт полностью для работы с сервером и людьми на нем, которые были. Вот если бы этот рыжий, блядь, не банил бы меня в турнирах, то было бы все по-другому. А то банят меня в турнирах, а потом клакает, что он сильный. А на деле... Я видел наработки одного талантливого и известного программиста Мэврика. Мои разработки украли. Но это лишь капля в море по сравнению с тем, что было сделано до меня. Скандалы, технические поражения, обвинения за неспортивное поведение. Все там было. С людьми общаться — это не просто сказать. Мой путь в АГ начался осенью далекого 2019 года. Тогда я случайно наткнулся на ролик Обскурда про тимплей в АГ. И именно он стал для меня точкой входа. После просмотра я без раздумий скачал игру. И даже не подозревал, что этот момент изменит все. Так появилась моя первая и единственная команда — G9. Чуть позже родился и наш Discord сервер. Помню, как я однажды написал сообщение на крошечный сервер, найденный через мониторинг, просто чтобы найти единомышленников. Там я познакомился с человеком, который впоследствии стал первым администратором нашего проекта. Ну что ж, меня зовут Сомпус, или же Хомпус, или же Влад. Живу я в Беларуси, в Минске. И вкратце могу рассказать историю знакомства с Ильей, историю знакомства с АГ, как это происходило. Началось это все, насколько я помню, в 2019 году, когда с Ильей мы познакомились на каком-то тематическом сервере по Half-Life, и он мне предложил стать соучастником, соклановцем клана G9 в АГ. Тогда вообще не знал, что это за нотификация такая, меня она заинтересовала. Помню, как мы просто собирались в этом Discord-сервере, играли в разные игры, играли в Свенко, проходили кооператив Half-Life, играли в другие игры. Было шикарное время, жаль его уже не вернуть. Я жалко, это написал. А кто там? Магазин эффект. Но людей было немного. И тогда я решил действовать по-своему. Стал писать игрокам, которые только заходили на сервер HLDM Pro, приглашая их присоединиться к нашему Discord. Один из тех, кто откликнулся, был игрок с ником Евген Кот. Евген стал настоящей опорой проекта, администратором, организатором и просто мудрым другом. Привет. Поздравляю комьюнити с 5-летием. Зовут меня Евгений, играл под ником Евген. У меня большого фаната Half-Life. Как у многих, когда-то произошел момент жизни,
что обычного ДМа в ваниле начинало не хватать. Так произошло знакомство с АГ. Узнал о нем от никого иного, как Обскурта, так сказать, просветителя в АГ для того времени. Ну, и пару недель от роду, как начинающего игрока в АГ, пересекся с игроком под ником Собака Рыжая. Не помню конкретно, как это произошло, но в конечном итоге мы обменялись контактами в Дискорде. Хотя в реальности играли с ним от силы раза 2. Ну, а он без особых прелюдий пригласил меня на сервер. В то время еще под названием G9. Как-то после и перетекло все, что стали админить этот Дискорд. Прошли через рейды и организацию первых турниров. Учились, развивались. Когда говорю учились, сразу вспоминаю момент, что в то время я, как начинающий, и консольных команд толком не знал наизусть. В АГ я встречал самых разных людей, но больше всего времени я проводил с Team Boys. Всем привет, меня зовут Матвей, также известный как Steam Boys. Вот-вот наступит пятилетие АГ комьюнити. Сейчас мне 14, но на момент того, как я познакомился с АГ, мне было всего 8 лет. На данный момент не совсем есть время играть. Из-за учебы, ну и там других проблем. На самом деле время пролетело очень быстро, и я помню все как сейчас. Я увлекался ХЛ, пытался спидранить, играл в онлайн. А позже, гуляя по просторам интернета, наткнулся на такой прекраснейший проект, как Адреналин Геймер. Я запустил, и пошарившись по серверам, я никого не нашел. На следующий день нажал кнопку в поиске только с игроками, и на одном из серверов увидел там игрока с никнеймом Собака Рыжая. Этим игроком и оказался Илья. Мы начали играть, позже перешли в ВК, и там начали уже общаться. Я играл на пиратке, и на мой день рождения Илья подарил мне лицензию, за что я ему очень благодарен. В основном мы играли Crossfire, ну или Stalk X какой-нибудь с аркадой для разминки. А позже я познакомился с самой, моей любимой, наверное, картой, это Frontier. С ней у меня и ассоциируются самые теплые воспоминания. Крутой. Да ты! Я говорю, вернулась ко мне силушка богатырская. Крутой. На фронте. Мы с Ильей играли эту мапу довольно давно. Сначала я ее отыгрывал очень хорошо и обыграл его. Позже пришлось недолго забросить АГ. После того, как я вернулся, мы вновь отыграли ее. Ну и, конечно, с моей стороны было поражение. Во время моего отсутствия Илья очень поднялся в скиллухе, я был этому очень удивлен. Из других прикольных моментов мне запомнился наш рофл с никами. На тот момент был трек с клипом «Математичка». Мы с него угорали. С Ильей ставили ники «Математичка» и «Русичка». Вот. Ну, жалко, наш рофл мало кто понимал. Также я никогда не забуду легендарный мем со мной. На тот момент мне, наверное, было лет 9-10, может. Да, я водички налью. АГ старт начался? Не-не-не-не, погодь. Да я водички налью, пожалуйста. Дай водички налью. Да, это я. Вы умеете ногам в задницу? Приветствую. Меня зовут Данила, и я администратор АГ комьюнити. Уж не знаю, плохо это или хорошо, но факт есть факт. Сменив множество никнеймов, в АГ я остался известен под одним – Хиткрапчик. Сколько бы я ни пытался уйти от этого никнейма, у меня ничего не получилось, так я и остался Хиткрапчиком. Говоря о себе, могу сказать, что среди сервера АГ комьюнити я 10-й, кто к нему присоединился. На тот момент это был сервер G9 АГ Team, маленький сервер маленького клана. На данный момент мне 17 лет, в то время мне было лет 13-14, ну вот что-то такое, как бы. Говоря о себе, опять же, я увлекаюсь автоспортом, больше добавить мне как-то нечего. С Ильей я знаком более 5 лет, и когда я собирал информацию для того, чтобы вот это вот все рассказать, я был в шоке с того,
что мы с Ильей знакомы целых 5 лет. И для меня это пролетело очень быстро. Но когда я увидел дату сообщения нашего первого, это был 2020 год, я охерел. Этим сообщением было всего 2 слова. ГОГ. Позвали друг друга поиграть в дуэльки. Тогда я его знал как рыжую собаку. Псиной я его называл. Мы часто играли в дуэльки, какие-то тимплеи, занимались всякой ерундой. У нас у обоих были дискорд-сервера, мы ими экспериментировали с ботами, с каналами, со всем вот этим вот чепухой. И в итоге это пришло все к тому, что сейчас мы имеем АГ-комьюнити. Всем привет, у микрофона Медведь. Сегодня решил поведать один малоизвестный мир во вселенной Half-Life. Это Адреналин Геймер. Это случилось одним осенним утром. Я, как обычно, зашел в ВК и буквально столбенел. Лига ХЛН Про закрылась. Не стало серверов, не стало турниров, не стало того места, где кипела жизнь АГ. Для многих это было концом эпохи, но для меня шансов. Шанс попробовать самому делать то, что раньше делал Медведь. Создать место, где игроки могут собираться, соревноваться и просто быть вместе. Сервер тогда был маленьким, почти никому неизвестным уголком в Дискорде. Но где-то внутри уже зрело желание сделать что-то большее, чем просто команду или чат. И вот, 11 ноября 2020 года мы с Нёркишем полностью перестраиваем сервер, убираем лишние каналы, роли, переосмысливаем идею и ставим перед собой единственную цель – сохранить онлайн в русском сообществе АГ. Так родилось АГ Комьюнити. Нёркиш стал первым человеком, с кем я делился этой идеей, и без него, возможно, ничего бы не вышло. Мы долго обсуждали названия, были варианты АГ Комьюнити Players, Russian АГ Комьюнити, но в итоге выбрали простое и сильное АГ Комьюнити. Название, которое сегодня знают почти все, кто хоть раз запускал АГ. Главная идея была простой – создать единственное пространство, где у каждого клана будет свой уголок, а у игроков свое место в сообществе. Место, где можно было не только играть, а быть частью чего-то большего. Спустя всего 4 дня после создания G-Community я решил попробовать себя в создании турниров. Я организовал турнир с призовым в 50 рублей. В этом турнире приняли участие такие игроки, как Ван Гог, Нейс, Баддест, NoGhost и другие. Ну, а самые первые турниры это и смех и грех. 1 на 1 с невероятного размера призовыми, сравнимыми только с International. До сих пор висит незавершенным, потому как не собрались сыграть битву за 3-е место. Я заметил, что тут проводился турнир 1 на 1, и я решил поучаствовать в нем. Кстати, хочу упомянуть, что одним из организаторов турнира был многоуважаемый Евген Кот, который уже отошел от дел, но именно, я считаю так, именно он дал толчок к тем самым незабываемым последующим турнирам от G-Community. Да, конечно, турнир был не идеальным, но зарекомендовать себя мы с Евгеном смогли. Учтя ошибки этого турнира, мы решили организовать еще один турнир, на этот раз в формате 3 на 3. Все равно 5 фрагов разница, блин, почти ничего не меняется, уже 6 фрагов, ничего себе. АГ-старт у нас прописывают ребята, мы тоже вместе с ними готовы лицезреть это прикольное действие. Ну, ребятки, я не знаю, чем ты думал, собака, но... О, зачем ты, что ты натворил, собака белая, мать твою, за ногу? 1 фраг разница. Собака белая что-то пытается сделать. Команд было всего 4, но какие? Г9, я, Хэдкрабчик, NoGhost, Акацуки, Авелия, Топер, Казбой, Зила, Нейс, Чертик и Кастильо, а также Virtus Pro, Обскурт, Доун, Смайл и Вендами. Тогда для меня участие Обскурта на турнире было чем-то фантастическим. Чтобы мой кумир участвовал на моем турнире, я тогда даже не представлял, что войду в круг его знакомых и встречусь с ним в Перми. Этот турнир не прошел без скандалов, мне пришлось снять команду Зила,
из-за того, что Нейс в игровом чате написал "Don't eat my balls". Этот турнир был наполнен эмоциями, чего только стоит тот самый буткемп против Акацуки. В 2021 году проводился 3×3 кап, в котором мы принимали участие от команды G9. Это был я, сам Илюшка и Ногост, по-моему. Уж не помню в какой последовательности, но мы играли 2 матча. Это был матч против команды Virtus.pro и команды Акацуки. Никогда в жизни не забуду матч против Акацуки на буткемпе. Когда мы всеми силами выскребывали киллы на то, чтобы победить. Мы проиграли первую карту, играли вторую карту на буткемпе. Я всеми возможностями, всеми силами пытался выскрести эти киллы, чтобы победить в матче. Мы заняли счет 61-61. И в последние 7 секунд Ногос делает килл. Тим килл. Это отнимает у нас очко. И мы вылетаем в сетки. Этот момент я никогда не забуду. Второй турнир тоже. Еще один кошмарик. Скандал, технические поражения, обвинения за неспортивное поведение. Все там было. С людьми общаться это непросто, скажу. Но в любом случае ценный опыт. Низкий поклон Снетчеру за трансляции. Без него бы все могло бы и забыться. Сразу вспоминается забавная история, что во время записи трансляции Акацуки против G9 на второй карте у меня просто начал отваливаться комп. Сначала просто управление, а потом вообще игра вылетела, что третья карта началась с 3-й минуты. Особая роль в этом периоде принадлежит Снатчеру, игроку с огромным опытом и невероятной харизмой. Когда я впервые обратился к нему с просьбой помочь в продвижении проекта, я не ожидал, что он не просто поддержит нас, а начнет упоминать АГ комьюнити на своих стримах, рассказывая о нашем сервере. С тех пор Снатчер стал неотъемлемой частью проекта, администратором и комментатором. Он помогал нам на всех последующих турнирах, делился советами и опытом, за что я до сих пор искренне благодарен. Меня зовут Николай, в сообществе Half-Life, также известен под никнеймом Snatcher. В игре я играю где-то с 2008-2009 года. Я игрок, комментатор и даже немножко админ. За все время было много сообществ, объединений. Из англоязычных я бы выделил элитную Half-Life Лигу. Она прожила довольно долгую, счастливую жизнь от начала 2000-х до середины 2010-х. Из русскоязычных в разные времена были разные объединения. Русская Half-Life Лига долго прожила, потом Half-Life DM Pro пришла в нашу жизнь. Как всегда, вот кто-то приходит, кто-то уходит, и на смену одному сообществу пришел АГ комьюнити. Короче, всех с Новым годом. Сейчас по-бырому новогоднее настроение сделано. Вот, первая гифка. Хочу всех вас по-бырому поздравить с 2021 годом. Уже отовсюду салюты. Мы сейчас тоже пойдем салют опускать, но я хочу вам, дорогим АГшерам, сказать спасибо. Спасибо, что зашли на мой сервер, на котором 136 человек. 136. Спасибо огромное, чуваки, спасибо. Еще хочу выделить таких людей, как Евгения. Он помог мне в создании турнира. Рэю. Крапчику. На тот момент на нашем Discord-сервере было чуть больше 200 человек. Мы активно общались, строили планы, проводили турниры. Но своего игрового сервера у нас не было. Все существовало только в идеях и разговорах. И вот однажды, весенним утром, мне пишет Ноугост: проверь сервер. И скидывает мне IP. Я перехожу по адресу и не верю глазам.
Это был наш собственный сервер. Первый настоящий сервер AG Community, расположенный в Екатеринбурге. В тот момент я был на седьмом небе от счастья. Казалось, будто мечта наконец обрела форму. Тогда я еще не знал, что этот сервер станет только началом, первым кирпичиком в целой сети. Вскоре мы открыли сервера в Москве, Санкт-Петербурге, Италии, Польше, Германии, Люксембурге, Румынии и Франции. Так как у меня уже был опыт в создании и администрировании серверов, спустя некоторое время, где-то, наверное, году в 21-м, я сделал свой, ну, не свой, а для AG Community сервер с локацией в Екатеринбурге. Впоследствии, конечно, я и дальше занимался хостингом, опробовав довольно много локаций, перечислять их здесь будет очень долго. Ну, вы, конечно же, спросите, а какая выгода от хостинга? А ее-то в целом и нет. В Adrenaline Gamer уже давно нет спонсоров. Наверное, последний раз были спонсоры году до 2005-го, когда там пик популярности был. AG Community росло стремительно, людей становилось все больше, активность Discord била рекорды. А турниры превращались в настоящее событие. Мы решили, что 2 турнира в год зимой и летом станут нашей традицией. И вот настало лето. Первый летний турнир мы провели в формате 2 на 2, и он вошел в историю не только благодаря битвам, но и своей атмосферой. Тогда сенсационно победила команда Авели плюс Пашкмейн. Никто этого не ожидал, но именно они забрали титул. Этот турнир прозвался школьным. Не потому, что он был простым, а потому, что там царил настоящий хаос, море шуток, приколов и контента. Каждый матч превращался в шоу, а каждое поражение в мем. Ну, потому что ты бот, извини. Так что там говорил, алё? Нет, я просто наблюдал, как ты нарисовал надпись. Кок. Один. И с этим невозможно не согласиться. Ну да. Все по фактам. Они, короче, проходят финал, Кок, и выигрывают турнир. Все. Все решено. Ну, они же проплачены все. Да. Они пикнут Старкпит, и все с него сливнут, и они выиграют. Ты понимаешь, фонд турнира сколько у нас? 300 рублей, да? А они задонатили косарь, понимаешь? Ну, тут как бы... Так, точно, фонд турнира надо еще побольше. В смысле еще побольше? А, у тебя деньги появились? Так я листовки раздавать должен. А, в отряды мэров. Я ведь не шутил, что я в отряды мэра пойду. Самый масштабный на сегодняшний день проведенный нами 2 на 2 турнир был в период нового 2022 года. На этом турнире успели поиграть такие игроки, как Алекс, Фаленси, Снэчер, Ной, БКМЗ, Танк, Сюрикен, Проф, Ромашкин и Нурудик. Рвается, убивает у нас Чёртика. Давайте посмотрим немного за вот этим безумным скилловым парнем. Ой-ой-ой, тут лонгджамп у него украли прям под носом. И приходится убрать. Еще одна встреча. Да что такое дерганый, безумно дерганый у нас Деймон. За ним иногда из этого больно наблюдать. Захотелось вспомнить те самые эмоции с первого 3 на 3 турнира. Игроки попросили еще раз провести турнир в 3 на 3 формате. Турнир был легендарным, чего только стоит банхавок от команды Updated Players. Аля, что ты делаешь? Все осталось, да, и все, пошли играть. Все вы смеетесь? Подожди. Мне кажется, мы выиграли турнир по смеху. Короче говоря, из-за незнания мы выиграли.
Так, я убрал код Faces. Хавок. Минус Хавок. Ой. Ой-ой-ой. Минус Хавок. Ты что сделал? Хавок нормальная карта была. Что ты сделал? Что-то ты как-то не Я соделал. смел, я вообще не Думаете, знаю. будет десайдер? Десайдер раснил. Ну. Вот. Ой, Ну чё, куда идем? домой. На базу. Богдан, давай вот устраивай тут это. Брат, братан. Ой, Кастмил, я помню, Кастмил выиграл против Панплей в итоге. Ай. Здорово. Есть тут одно видео старое, ну помните там... Минус Хавок. Убираемся транзит. Моим самым любимым турниром, в организацию которого я вложил всего себя, был последний на данный момент 1-1 турнир. Турнир завершился победой Алекса над Рибуком. Охват турнира был большим, а финал в пике смотрело 50 человек. Поздравляем Алексея, он выиграл вторую карту и взял титул чемпиона турнира АГ Комьюнити 1 на 1 2023 года. Зимнего нашего турнира. Поэтому Алексея мы поздравляем. Отъемлемой частью АГ Комьюнити были разработки скрипт Снарка. Он был и остается главным за серверную часть проекта. Также он разработал и инновационный клиент АГ 6.6 Updated. Я Scripted Snark, игрок АГ с 2019 года, программист, реверс-инженер, админ АГ Комьюнити, читер и так далее по списку. Мне в целом нравится делать всякое для движка Gold Source. Нравится, потому что с детства сложилось творить всякую фигню для той же CRES 1.6. А так как движок тот же, то с таким же удовольствием делал дела и в Half-Life. Не знаю даже, почему так вышло. Может из-за дружелюбности игр к модификациям. А может просто из-за эстетики, которую не повторить. Я еще в 2020 году начал задумываться над тем, чтобы модифицировать клиент АГ. Не помню, как я пришел к тому, чтобы SDK освоить, но Visual Studio у меня уже был, потому что я какое-то время постигал C-Sharp, Windows Forms, делал странные лаунчеры для спидранов, и так далее. В общем, к концу мая 2020 я впервые начал изменять код OpenAG, как и HellSDK в целом. Далеко не продвинулся прям, но уже какой-то опыт получил. А там уж потом и SnarkAG замаячил, который был тем же OpenAG, но с измененной watermarkой и очень интересными настройками, скопированные из OpenGG 64, за который меня иногда притягивает по сей день, хотя изначально это был личный клиент, который со временем пришлось дать некоторым личностям, для того, чтобы они проверяли демки читеров. А они уже передали другим. И так все закрутилось, завертелось. Уже потом к концу 2021 года я созрел на то, чтобы сделать обновленный G6.6 клиент на основе OpenAG и сделать некий гибрид. Я так продержался несколько версий и через пару месяцев начал пилить все с нуля. Уже на базе оригинального клиента Буллета от 2003 года. Благо исходники он открыл давно. Я добавил туда автопрыжок, дактап, спидометр и некоторые другие фичи. Вырезал античит, который только мешал, чем помогал. И самое главное отличие в том, что при этом сохранялись старые штуки по типу интеграции Winamp, оригинальных элементов худа, меню выбора карт, поняли, короче. Закрутилось, завертелось, опять же, некоторые оригинальные фишки пошли под нож, но стали добавляться абсолютно новые, которых просто ни у кого не было. Естественно, это все еще был гибрид, и достаточно вещей благополучно перенесено с разных клиентов. Но зато получался очень неплохой мультикомбайн. Получался очень богатый клиент, особенно когда я начал лезть уже в движок и патчить его. Сейчас мне смотреть на код страшно,
поддерживать я перестал его уже. Выгорел однажды. В любом случае, кому-то нравится и сейчас с ним играть, несмотря на некоторые оставшиеся проблемы. В дальнейшем я стал помогать поддерживать клиент Bugfixed Hell Rebased. Мой ник можно встретить в некоторых обновлениях и даже в последнем на данный момент. Кстати, насчет G9 бота, это уже, наверное, легенда сервера, которая обросла большим количеством обновлений. Спасибо, конечно же, главному админу за предоставленный доступ к нему. Сначала это были какие-то фановые обновления, и я думаю, многие вспомнят команду «Клоунское колесо». Там на рандом мог выбить себе випку, мут, кик или даже бан. Но, конечно же, затем был сделан и более серьезный функционал. Была введена главная фича, ради которой я и начал редактировать бота. Это поиск серверов с игроками. Было очень удобно, когда ты мог не заходить в игру, просто открыть на телефоне Discordик, написать команду и увидеть, что в АГ есть хоть какой-то движ и имеет смысл заходить в него. Ну, в целом были, конечно же, и другие полезные штуки в боте, там для администрирования, ну и, в общем, тому подобное. В общем, бот был своеобразной площадкой для экспериментов. Еще одним выдающимся творцом был Анемник. Он делал шикарные дизайны промо-турниров и многое другое. Привет, я Анемник, а также Кулквейкер, Код Q, HLDM или просто Михаил Фишечкин. Я являюсь дизайнером и частью команды AG Community, а так по жизни немного полурак, полугик. С AG Community у меня получилась довольно забавная история. Я в YouTube интересуюсь новым для меня в 2021 году контентом по Adrenaline Gamer Mod. Наткнулся на канал еще тогда юного Ильи Горбунова, он же Илюшка, где у него была ссылка на некое сообщество по Half-Life 1, где я потихоньку знакомился с так называемыми игроками и даже стариками, которые уже стали для меня как друзья. Кто-то творил, я бы даже сказал, завозил контента в заведомо старой игре. Кто-то угорал по матчу условного Нурдика против Грифа. Кто-то пытался переделать несколько раз уже устаревший движок Goal Source. Все это являлось самым сообществом, которое я помню и знаю. Я научился дизайнить еще в детстве, а позже и в школе. Пробуй разные проекты, от домашних заданий до своих проектов. Главное наслаждаться процессом, не боясь экспериментировать, делать то, что вдохновляет. Временной отрезок 2022 года по 2023 год можно назвать праймовым для AG Community. На этот промежуток времени мы провели 2 турнира, сделали сайт и канал на YouTube, а также хостили 8 различных серверов одновременно. Но главным нововведением стало введение внутриигровой статистики. Изначально мы использовали бородатый HLSatX, который потом дорабатывал NoGhost, делая интеграцию с ботом в Дискорде. Никита модифицировал HLSatX, добавив туда Elo рейтинг, что стало начальной точкой нынешнего AG Community. Ну а сейчас я хочу рассказать про нашу рейтинговую систему. Вообще, идея ее создания появилась в далеком 2022 году, когда мы с украинским игроком UCMOB пытались сделать ее в Дискорде через бота. Но вскоре я отказался от этой идеи и решил сделать что-то наподобие Faceit. Был 2024 год. Я не обладал тогда сильным навыками верстки сайтов, но тогда сайт с рейтингом обладал уже рабочим функционалом, но работал очень нестабильно. Поиск соперника и банкарт осуществлялся на сайте, что, как показала практика, было спорным решением, и в конце концов я принял решение завершить работу над этим вариантом рейтинговой системы и вообще прекратить работу над AG Community. В 2024 году состояние AG Community было плачевное. Я готовился к экзаменам, а Анемник ушел в армию, игроки потеряли интерес, турниры больше не проводились. Но в феврале 2025 года создается чат в ТГ, а точнее переезжает из ВК Гукова. А через некоторое время Снарк выпускает свой сервер с ММР-системой. Мы с ним снова скооперируемся и начинаем работать над тем, чем AG Community является сегодня. Я видел наработки одного талантливого и известного программиста Мэврика и его рейтинговые сервера.
Я хотел сделать что-то подобное, но не мог, потому что лень и проблема с тела. Илья пытался что-то сделать, но у него как-то не очень выходило. Так вот и пылилась идея до момента, когда я сделал исправленную серверную библиотеку с полезными улучшениями и багфиксами. Начали прорабатывать идею, собрались и в итоге запилили сайт со своеобразной инфраструктурой. Хотя изначально MMR сервер я держал сам для теста, и он был очень примитивен, но уже немного проработанным. Тогда даже MMR хранился чисто на сервере, не было никакой базы данных, лишь один маленький файлик. В общем, я дотянул рейтинг до релиза, а дальше уже маломасти исправлял и улучшал. Потом уже на ГОСТ внес полезный вклад, допилив систему и сделав ее более пригодной для тимплея, для обычных дуэлей. В общем, мужик вообще красавчик. Сейчас моя роль — это поддерживать сервера, но по большей части все-таки также заниматься улучшением игрового процесса. Но уже не через клиент, а через движок. Наверное, после такого большого количества обновлений на серверах, наконец-то можете лицезреть рейтинг ММР в АГ. Да, вот это сильно сказано, конечно. Хоть появился какой-то смысл играть, наверное. В общем, огромная благодарность Scripted Snark за серверную реализацию. Без него, вероятнее всего, ее и не было бы, так как я ранее пытался это реализовать, но, к сожалению, не смог из-за малого опыта и знаний. В данный момент я, конечно, поддерживаю разработку серверной части, но это лишь капля в море по сравнению с тем, что было сделано до меня. К разработке сайта я привлекаю опытного фронтенд-разработчика и легенду российского АГ Сюрикена. Вместе с Дмитрием мы всю весну работаем, не покладая рук, над созданием собственного фейсита для АГ. 4 июня 2025 года, день, который я вспоминать буду долго. 4 июня мы показали людям новые сервера, рейтинговую систему и сайт. Летом началось, можно сказать, новая глава истории АГ комьюнити. Нам очень приятно делать что-то новое и инновационное для любимого сообщества и игры. Я хочу сказать, что АГ комьюнити это не просто Discord сервер, это не просто какие-то турниры и активности, это целый мир, это место, которое стало домом для большого количества разных игроков. Я не могу сказать, что это что-то уникальное, но тем не менее любой интересующийся игрой, новичок, возможно опытный игрок, они все могут зайти и найти для себя что-то новое, что-то интересное. Много информации, те же самые активности, турниры, которые я чаще всего транслирую. Это довольно ламповое, хорошее место с не самыми, скажем так, не самыми простыми ивентами. Многие из них очень даже интересны, необычные, и со временем, возможно, их станет даже больше. По крайней мере, очень на это бы хотелось. Здесь всегда много единомышленников, можно задать любые вопросы. Для новичков, для входа в игру это на самом деле хорошее место. И особенно выделю голосовые каналы на Discord сервере, потому что там всегда очень много людей, там всегда весело, там всегда можно найти себе новые знакомства, новых друзей. Меня зовут Алексей, но всему комьюнити я больше известен под ником Алекс. Я один из самых древних старожилов АГ, играю уже более 20 лет. Ну и пока не планирую завязывать. С АГ я познакомился еще в году 2005, когда однажды на сервере в Халфе встретил своего, на тот момент еще мне неизвестного тренера и друга Федьку Ермакова, более известного как Слим. Тогда я просто рассказал все, что я думаю о нем и о его мамке, а он вместо того, чтобы как-то огрызнуться, предложил мне встретиться, и на этой встрече он мне показал, что же такое АГ, показал его возможности, отличия от обычной халфы, но меня этот мир полностью захватил.
За 20 лет я принял участие во многих турнирах. Многие из них вановые были, причем не только в Украине, откуда я родом, но и в других странах. Суммарно их было более 80, за счет чего некоторые игроки называют меня самым титулованным игроком в ВГ. Если говорить откровенно, то турниры от комьюнити изначально не вызывали у меня там какого-то большого интереса. Но со временем этот проект стал самым интересным для меня из всех вокруг. В принципе, за счет, наверное, 3 базовых пунктов. Это четко структурированные правила, это хорошие, постоянно поддерживаемые сервера и вот недавно появившаяся MMR-система. Система, которую, в принципе, многие хотели внедрить в свое время. И там даже были какие-то попытки. Но самое нормальное и вот четкое действительно получилось именно у этого проекта. Поэтому, надеюсь, будущее принесет нам еще больше каких-то интересных моментов и технических нюансов, которые будут только поддерживать интерес к этому проекту. До сих пор я играю в ВГ, да и буду играть еще определенно многие годы, по той причине, что ни одна другая игра не может дать такую динамику, какая есть в ВГ. Все современные игры стремятся к какому-то максимальному реализму, но ни одна из них не может предоставить такой скорости, такого адреналина, который я вот могу испытывать при игре, особенно 1 на 1 в каких-то матчах, особенно если серьезный соперник, когда игра идет фраг в фраг. Это ощущение, которое, как-то недостижимо в других играх. Но при этом пик моей формы остался позади. Я это прекрасно осознаю. Помимо этого, у меня есть все-таки реальная жизнь, плюс мне пришлось переехать в другую страну. Поэтому времени на игры у меня как-то, к сожалению, пока не хватает. И играю я так, буквально раз в недельку в лучшем случае, для поддержания формы. Потому что если я не поиграю хотя бы месяцок, то я становлюсь жутко деревянным, цепляю все углы. Так что старость, она такая, она забирает свое. Но, тем не менее, это не мешает мне просто поигрывать и получать удовольствие. Я давно уже не стремлюсь там к каким-то победам. Мне просто нравится играть. И думаю, что это ощущение, оно не пройдет или никогда, или очень не скоро. Для меня АГ — это родное болото, с которого выбираться не хочется. Именно здесь я нашел много друзей, знакомых, и вряд ли бы таких перцев нашел бы в той же КС или чисто ХЛДМ. Да и в конце концов АГ меня ближе познакомила с ХЛ так таковой, благодаря мастерною с его демкой на DM-DOS 2 и разоблачениями, которые мне давным-давно попались. Единственное воспоминание ХЛ до этого у меня было в раннем детстве, когда я запустить хотел КС через HLXZ, а запустил какой-то Half-Life с мужиком серьезным на фоне. Зашел на случайную карту, она же была Snarkpit, испугался сильно, когда меня снарки начали кусать, и вышел. А потом поиграл на каком-то Crossfire сервере единственном, потому что пиратка такая была. Это было десяток лет назад, но визуал игры, режим софтвера, низкое разрешение, мухи, Hornet Gun сам произвели на меня такое впечатление, что все это отложилось в памяти и откопалось вместе с видосом Ноя. Меня очень радует, что комьюнити до сих пор проводит турниры. Иногда захожу прочитать, посмотреть, что происходит. Ведь пока люди играют, игры живут. Так что поздравляю с 5-летием. Надеюсь, что комьюнити и дальше будет жить и процветать. Для меня АГ — это невероятно большая часть жизни, более 6 лет, это очень нехерово. Я познакомился в АГ с множеством людей, с которыми я ежедневно общаюсь по сей день с некоторыми. Я познакомился с некоторыми земляками, которые тоже так очень повлияли на мое становление как личности. И для меня АГ — это супер важная часть. Сейчас АГ-комьюнити — это тоже очень немаленький этап моей жизни, который все еще не окончен. Мне очень хочется следить за проектом, участвовать в его развитии, хоть и в АГ я появляюсь довольно редко. Параллельно с этим я пробую очень много различных дисциплин, и во что бы я ни играл, я никогда не изменяю принципам и всегда играю под тегом G9. Каков итог? В целом, я не жалею, что отдал столько времени игре и какому-никакому развитию комьюнити.
Это было время незабываемых эмоций, каких-то угарных ситуаций, ну и, конечно же, интересных знакомств. Самому АГ-комьюнити я хочу пожелать главное, чтобы это жило и выжило, чтобы тот энтузиазм, на котором все держится, не угас, ну и чтобы появились новые идеи и, наверное, что важнее, люди для реализации этих идей. Потому что иногда возникает ситуация, когда человек поливает грязью что-то, а предложить что-то конкретное для решения этой задачи и тем более реализовать, это уже, не его проблема. Да. Админы, думайте сами. Ну, в общем, не будем о плохом. Я, все сказал. Всем спасибо. Всем пока. От первого турнира с призом в 50 рублей до собственной рейтинговой системы, серверов по всему миру и сотен игроков. АГ-комьюнити пережило все. Энтузиазм, упадок, возрождение. И сегодня, спустя 5 лет, мы все еще вместе. АГ-комьюнити для меня это не просто проект, это часть моей жизни, в которой я вложил душу, энергию и годы. Это история дружбы, роста и единства людей, которых объединила одна игра. Спасибо каждому, кто был рядом, от сторожилов Г9 до тех, кто присоединился совсем недавно. Без вас всего бы этого не было. 5 лет это только начало. Впереди нас ждет еще больше турниров, побед, эмоций и самое главное, людей, для которых и комьюнити станет домом. Вова, вот как ты так договаривался, а? Что нас только на титры позвали. Ничего не понимаешь? Самое главное запоминается то, что в начале и в конце. Нас в этих титрах даже не укажут, стопудово.